До ночи сегодня я хочу доделать. Острый точно будет. Меня еще комары покусали. Электричество тоже, туалет. Это Азия. Русский магазин. Да? В России я не видел. Что-то долго я ею не занимала, рука устала. Сегодня буду засекать время и вязать сумку из этой пряжи. У меня здесь один моточек, но на самом деле у меня еще есть всякие вот такие кусочки, которые я пробовала, вязала образцы. Буду все это распускать, и мне должно хватить. Здесь в одном мотке 200, что-то я говорила, 200 грамм. Но на сумку мне нужно больше 300, поэтому все кусочки буду распускать, и мне должно хватить. Но если вдруг где-то что-то не хватит, у меня еще такая же пряжа есть желтая, поэтому может быть, еще голубая тоже есть, может быть, что-то и намешаю. В общем, переживать вообще не буду. Все, что у меня есть, я использую, чтобы связать сумку, похожую на вот такую вот, которую я вязала ранее, базовую. Хочу проверить, сколько времени потребуется на такую сумку. И, возможно, что-то в дизайне, даже что-то по ходу сегодня изменю. Но сегодня хочу доделать. Сейчас время 12:36. До ночи сегодня я хочу доделать, и даже вот постараюсь прям реально с молнией, молнию пришью. Но у меня она светлого цвета, осталась светлая, вот коричневой у меня сейчас уже нет. Светлого и пряжи коричневая, поэтому посмотрим. Может быть, что-то интересное сейчас даже намиксую. Молния есть, карабины всякие тоже есть. Посмотрим, что получится. У меня пряжа, это шнур, хлопок 70%, поли написано, это полиэстер 30%. Поэтому, если вы будете вязать такую сумку, то какой-то шнур, любой шнур точно подойдет, 3-миллиметровый. Я к нему возьму крючок 3,5. В принципе, 4 тоже можно. Буду 3,5 использовать. Ну что, давайте тогда начинать. Let's go! Расчеты у меня на сумку уже все сделаны, поэтому ничего сложного. Сразу же набираю столько, сколько мне надо, и буду вязать. Должно получиться быстро. На самом деле я рассчитываю, что даже начинающим будет вязать несложно, потому что достаточно связать прямоугольники, их соединить, правильно соединить по нужным точкам и молнию вшить. По-моему, это очень легко, а потом узелки привязать к карабинам, и все. То есть нет никаких там сложных убавок, каких-то переходов, узоров, просто прямоугольники и соединить. Я хотела как раз такую базовую модель, чтобы получилась такая сумка, которую можно носить вообще в любое время, с любым образом. Я и на свадьбу уже здесь в Корее ходила, и просто на прогулки надеваю. С чем угодно такая сумка сочетается, потому что обычно вязаные сумки это что-то такое, может быть, раньше так казалось, что только на море. Все на море, какие-то шоперы, интересные красивые сумочки возили. А в городской стиль это стало, наверное, вписываться недавно. Но, как я вижу, в Корее часто на улице, на прогулке, в метро где-то девушки, женщины ходят с вязаными сумками, и это нормально. И мне на самом деле хотелось бы связать несколько разных сумок. И такую вот базовую, которая держит форму, жесткая, и можно носить с разной одеждой, даже с какой-то классической. А еще связать какой-то шопер. Может быть, шопер какой-то из мотивов, например, и потом соединить. Или сделать какой-то чуть-чуть необычной формы. Может быть, трендовых каких-то, как цветы или овощи, или фрукты, что-то такое попробовать. Видела сумки, как клубника, томат, лимон. Это так тоже интересно. Возможно, как-то и попробую. Кстати, я еще никогда не вязала из рафии. Поэтому новый опыт, возможно, будет этим летом. Хотелось бы из рафии тоже попробовать. Но я пока не знаю, какую выбрать. И смотрю разные видео. Уже достаточно много видео посмотрела на канале Ульяны Ситник. И мне очень интересно. Она так все классно рассказывает и показывает
обзоры на разные изделия от брендов, историю брендов знает. И все это так выглядит профессионально, поэтому очень вдохновляет. И то, что она вяжет, тоже мне очень нравится. И как-то она недавно про рафию тоже рассказывала, и мне прям очень хочется из рафии тоже теперь повязать. Если вы тоже смотрите ее канал, тоже думаю, понимаете, да, о чем я рассказываю, какая она классная. Возможно, благодаря ей тоже я начну из рафии пробовать что-то вязать, пока не пробовала. И сейчас хотела еще, я вот уже начала ряд вязать, хотела показать, когда вы вяжете из шнура, возможно, руки устают сильнее, чем обычно, когда из более мягкой пряжи вяжете. Поэтому я сейчас покажу, как можно вязать, чтобы рука так сильно не уставала. Не знаю, возможно, такие видео уже есть, и многие так вяжут. Но я пока вязала, у меня сначала рука устала, я как-то особую технику не применяла. А потом как-то начала сама крючок как-то выкручивать и поняла, а вот так вот ведь оказывается удобнее. И сейчас я вам покажу поближе, как я делаю, чтобы рука не уставала. Вот начала второй ряд, сейчас покажу, как провязывать, чтобы так сильно рука не устала. Обычно мы вяжем, да, вводим крючок в столбик нижнего ряда, вытягиваем нить и потом провязываем через 2 петли. Это вот столбик у нас без накида. Рука вот так тянет, жесткая пряжа и больно. Я сейчас стала делать вот так. Просто ставлю крючок, здесь место, где нужно войти в этот ряд, ставлю и вот так вот руку просто наклоняю, крючок сам заходит туда. Захватываю нить и обратно руку вот в эту сторону. То есть крючок уже сам вышел. Я не тянула, просто крючок вот так вот двигаю, и нить сама проходит. Дальше вот захватываю нить и просто вот так вот прокручиванием здесь через петельки выходит. Тоже сильно не тянула, рука здесь достаточно расслабленная и не так сложно вязать. Может быть, вы тоже так же делаете. Ставлю, пропускаю так вот вниз, протягиваю, обратно вот так вот выгибаю крючок, захватываю нить. Здесь немножко просто прокручиванием, и крючок все протянул нить. Стараюсь вот так руку сильно не напрягать и просто вот двигать ее теперь вот так. Вроде бы и сустав тоже не болит, достаточно спокойно. Еще я немного себе здесь задний фон тоже обустроила. И хочу больше на этом фоне снимать. Мне как-то хотелось красиво свои бобины, пряжу здесь расставить, потому что она у меня вся в коробках или в шкафу лежала, а так на видном месте, кажется, более симпатичный фон получился, и для коротких видео тоже. И сейчас большое снимаю, тоже у меня здесь на фоне стоят бобины. Хочу что-то еще поинтереснее тоже туда расставить, пусть будет красота. А пока я буду эту детальку вязать, и потом еще хочу пообедать, у меня сегодня русская еда. Я недавно ходила в русский магазин и принесла копченую скумбрию. И с хлебом хочу поесть копченую скумбрию, насладиться этим вкусом. После переезда в Корею что-то мне вот больше стало здесь нравиться копченая рыба. Раньше как-то я ее так много не ела, а здесь мне прям ее хочется. Я по ней скучаю и иногда вот хожу в русский район. И пока буду вязать эту деталь, как раз вам покажу, как я ходила и на блошиный рынок, там недалеко, здесь в Сеуле, и плюс еще в русский район тоже заходила, мы с мужем вот немножко там продукты закупили. Эти отрывки вам покажу, возможно, тоже будет интересно. Красиво здесь. Сегодня хотела посмотреть винтажный рынок, поэтому... Скажи привет. Поэтому приехали на такую станцию, где есть большой такой секонд-хенд блошиный рынок. Сейчас покажу, как здесь интересно. Так. Ну, рядом с рынком еще вот, это не храм, но здесь что-то вот историческое, как могила, что ли, короля. Там такая вот интересная постройка. И сейчас рынок покажу, здесь все очень старое на рынке. Классная атмосфера, если найду что-то, куплю. Вот название здесь метро, у меня 3-й выход. И идем.
얼마 주니까 돈을 금이어도 안에 거만 금이라고 얼마 안 남편 당신은 함께 나면 장군님인 것 같아서 창고 소리 목소리에 맞춰 참고 오늘은 그냥 넘어간다. Здесь рубашки, одежда 2 штуки по 30 тысяч вон получается. Можно посмотреть. Всякие, может даже знакомые какие-то. Вот здесь рубашки выбрала тоже так же. За 30 тысяч 2 рубашки. Да, тоже знакомые разные. Мы пока не дома, решили сразу же заглянуть в русский магазин. Сейчас покажу, какие продукты я нашла. Я обожаю всякую колбаску, поэтому мне вот хочется бутерброды на завтрак. Иногда прихожу в русский магазин как раз за колбасной ветчиной. Такая всякая есть. Вот копченая всякая, типа сервелат, беконом. Вот здесь что-то еще новое. Такая. Конечно, любимая. Копченая. Цены. Еще подорожало, если вот с макрель написано. С макрель, с макрель. 13 900. На самом деле не очень часто за продуктами вот так хожу. Иногда даже просто заказываю, если мне что-то вдруг захотелось. Ну вот хлеб вкусный здесь. Семечки тоже есть. Ну вот обычный хлеб. 3 500. Такой хлеб обожаю. В банке. Корейский хлеб слишком сладкий. Всегда, почти всегда сахар есть. Всякая молочка тоже есть. Ну, в целом, молочку я и так не очень люблю, поэтому практически вот никогда не покупаю. Как-то раз просто сыр только брала. Вот такие вот сыры твердые какие-то. Эдам, маздам, такое мне нравится. Еще в другом магазине сухарики нашла. Давно не видела сухарики, кириешки. Такие еще чуть-чуть. Вот еще, а вот. Чай. Я хотела чай. Вообще решила заглянуть за чаем, главное. Мнение еще нашла. Баранина, говядина, разные. Запаковано. Что-то здесь еще мясо даже есть. Ну все. Упаковано. В другой зашли в магазин. Здесь вот самса всякая есть. Мои любимые курники тоже. И еще вот сосиски в тесте. Прям мне все хочется. И здесь вот еще и даже лейс есть. И семечки. И это будет нормально. У меня есть такая забавная вообще не история, воспоминание, скорее забавное, про то, как я где-то про себя прочитала комментарий, что Даша Белвио такой блогер, ей палец в рот не клади. И я читаю этот комментарий и думаю, зачем класть палец мне в рот? 2:30. 1,5 часа, получается, прошло. И я довязала одну деталь. Вот такая деталь одна готова. Получается приблизительно 1,5 часа на одну деталь. Но я еще, получается, болтала, что-то снимала. Рилс тоже чуть-чуть начала снимать. Хочу и рилс тоже с этой сумкой сделать. Как вижу, его для влога. Ну, может быть, час тогда. Если все это время убрать, тогда час на одну деталь. 2 детали тогда 2 часа. И сейчас еще вот эта часть будет нижнее дно со стенками и верхние 2 полосочки, и там молнию пришить. Ну, посмотрим. Может, сколько? До вечера. Надеюсь, успею до ночи. Поехали дальше. Вдруг вышла так за кофе, решила тоже вам показать, чтобы вот такая вот разница в ценах. Если просто брать американо 1500 назад, если уже капучино, что-то интереснее, дороже. Надеюсь, звук нормально будет.
Взяла уже кофе и еду. Сегодня что-то сладкое такое захотелось. Может быть, после копченой скумбрии как раз. Сейчас решила, почему на улицу выйти, хотя мне надо быстрее вязать. Подумала, что будут какие-то хотя бы другие отличительные интересные кадры с улицы. Немножечко небольшая прогулка такая. Но недолго, недалеко. Взяла и хотела что-то чуть-чуть сладкого, холодного, поэтому как раз и причина появилась. На прошлой неделе, когда еще начала готовить мастер-класс по сумкам, по сумке, ну даже сумкам, потому что я начала прописывать 2 разных размера, поэтому плотность, все, петли, все считала, чуть-чуть устала от этого. И, ну, думала, даже с собой возьму, кстати, вязать в дорогу, потому что мы собирались в кемпинг с друзьями. И думала, там тоже, может, по дороге повяжу. Но в итоге так устала от этого мастер-класса, что с собой ничего не взяла. А кемпинг немножко поснимала, поэтому надеюсь, что-то будет интересное. Какие-то вот кадры сейчас с кемпинга тоже вам покажу. Мы сегодня с друзьями приехали в кемпинг, поэтому видео будет сегодня чуть-чуть не вязальное, но надеюсь, будет интересно. Ну, попробую что-то на вязальную тему тоже рассказать. Но вязать с собой точно ничего не взяла. Иди сюда. Да-да, привет. Привет. Кемпинг собрались. Сегодня, сейчас мы куда идем? Первое место. Поесть? Кальбуксу. Это чик, это корень. Корень, лапша еще, да? В России я не видел. Я но тоже очень не большой знаю пока. корень, это больше метра. Посмотрим, может быть, у нас и правда такого нет. Поэтому попробуем. И потом еще в пещеру куда-то. И, в общем, на ночь остаемся на И природе. помешать с мукой. Это будет как, ну, чуть коричневый цвет. Коричневый цвет. Интересно, сейчас лапша коричневая будет. В Кособа. общем, сейчас покажем. Погода вообще очень красивая. Там много сегодня природы корейской будет. В общем, место такое вот, клееночки постелили, интересно. Меню? Ну, не так дорого. Ой, уже чуть-чуть здесь помешала. Лапша, омлет, яйца, да? Кимчи, что-то такое. Интересно. У меня холодный. Острый точно будет. Смотри, сколько острого соуса, да? Да. Много. Ну все, приятного аппетита. Все хорошо. Щеки красные стали, немножко остро было. Сейчас куда мы идем? Здесь билеты продают для пещеры. Да? Билеты продают в пещеру? Сколько стоит? 4,000 Недорого. 250 рублей на одного. 200 рублей на одного человека. Надо пешком еще дойти до этой пещеры. Мы с друзьями на машине. У нас своей машины нет, поэтому нас забрали. У кого-то из друзей палатка даже своя есть. Продукты все накупили. А мы будем расплачиваться телом, как сказал муж. Ну, в смысле, посуду мыть там, убирать, что-то помогать. Поэтому будем работать. Так поудобнее как-то оделись. Но вообще жарко. Я в кофточке, потому что в пещере должно быть прохладно. Давайте покажу, как парни идут. Вот, за мной. Пошли. Почти пришли. Ой, как я поняла, сейчас около часа здесь мы будем ходить. Большая пещера. У нас здесь будет много лестниц, да? Ага. Как темно. Еще мы в касках попозже покажу. Начинается красота. Вау. Аккуратно. Не снимаю, я в темноте. 1938 родился. И когда в 1992 году, когда была атака утепления, он сюда убежал еще. Прям здесь, в пещере, очень холодно. Преграда вот такая. Мне кажется, у меня клаустрофобия начинается уже. Так много места. Сейчас тоже пройдете. Вау. Аккуратно. Чистая прозрачная вода. До воды дошли. Так, свежо выглядит. Потом еще пойдем на речку. Реально просто природа. Слышите, еще звуки воды здесь тоже. Где-то вода протекает. В общем, так долго разные деревни приезжали. И вот приехали в место, где вот здесь вот так вот разметки сделаны. Сейчас покажу поближе. Например, вот это вот место, вот здесь веревка вот так вот обведена. Здесь палатка ставится. И вот там, где вот эти веревки размечены, уже другие палатки будут ставиться. Но сейчас никого нет. Возможно, до вечера никого и не будет. Сейчас
палатки будут собираться. Запах просто непередаваемый. Как вкусно пахнет. Здесь деревья вот цветут. Может, тоже вишня какая-то или яблоня? Пока не понимаю. Такая высокая вот. Но так вкусно, ароматно пахнет. Я, наверное, весь день и всю ночь буду этим ароматом наслаждаться. Еще можно вот туда к речке спуститься. Сейчас, пока парни собирают, я пойду посмотрю, что тут интересного есть. Здесь что-то еще для шашлыка, видимо. Ну вот настоящая прям деревня. Прям то, что вы не увидите, наверное, обычно в блоге. Это вот здесь вот видно. Вау, вот эта красота. Хоть это немножко поснимаю. Еще дорожка здесь такая есть. Вода голубая какая. Интересно, здесь можно? Смотрите, какие дорожки высланы. Вот так аккуратно спущусь и посмотрим. Я сегодня все на iPhone снимаю. Надеюсь, все будет хорошо видно. Что-то я про камеру не подумала, даже не знала, буду ли нормально что-то снимать. Ну вот, пока гуляли, захотелось поснимать и показать. Вот вода. Меня еще комары покусали. Хотя я даже еще до кемпинга, вот кто-то меня укусил, я расчесала. Ой, а здесь какие-то интересные штуки. Вот здесь, видимо, на них можно как-то сидеть, располагаться. Вот здесь вот. Еще вот дальше есть. Интересно, для чего это все придумано. Еще вот, думаю, мы сюда все-таки спустимся, ноги помочить надо будет. Обязательно еще прийти с ребятами. Кстати, еще завтра у нас с мужем получается ровно 7 лет, как мы начали встречаться. То есть 8-й год уже пойдет. Поэтому вроде должен быть праздник, но мы в кемпинге. Но это тоже очень интересно. Обычно мы дату тоже отмечаем, все празднуем. В этот раз на природе празднуем вместе с друзьями. Уже 4 года, как мы живем в Корее. Точнее, я первее приехала, чем муж. Он еще какое-то время в России оставался. Уже 4 года я первый раз вот так вот в кемпинге. Был еще другой вариант. Это как здесь называется пеншн, когда арендуется домик или часть какая-то домика, и там можно ночевать, а рядом с этим домиком на природе шашлыки, например, жарить и что-то вот такое делать, как наподобие в деревне отдохнуть. Арендовать дом, отдохнуть, такое есть. А сейчас мы в кемпинге, где со своей палаткой и со своими продуктами совсем. Но, что необычно, вот эти походы, к которым, наверное, мы привыкли, обычно они прям на реальной природе, все без какого-то удобства. В Корее же здесь обычно места есть, где палатки ставить, они арендуются. И еще есть здесь еще электричество, тоже туалет, холодильник, что-то там есть. Поэтому достаточно удобно. Есть еще один вариант, называется глэмпинг. Как я сегодня узнала, что-то раньше, что-то невнимательно, наверное, отслушала, не знала. Глэмпинг, когда там вообще все есть. И палатка есть, и все, что нужно, просто арендовать сразу. Со своей палаткой не надо. А вот кемпинг нужна своя палатка. Поэтому нужна машина, чтобы все привезти. Вот мы в кемпинге. То есть у нас палатка у друзей есть. Но машины у нас нет с мужем. А у друзей машина, все вещи, все есть, продукты, все закупили. Поэтому сегодня такой должен быть классный вечер на природе. Я уже соскучилась немножко по природе, поэтому буду наслаждаться. Как хорошо на природе. Жарища такая. Хорошо, что здесь есть остановки. Классные такие остановки, когда куда-то на далекие дистанции ехать. Есть такие места, как Хюгесо называются. То есть можно и в туалет там сходить, и что-то купить, поесть, попить. В общем, такое как бы здание, организованное специально для вот такого перерыва. Очень удобно. Ну, еще и по дороге тоже все равно есть всякие кафе. Палатка собирается. Держи, держи. Почти уже готово. Как классно выглядит здесь
две комнаты получается. Здесь одна, потом через вот эту стенку, через дверь еще вторая дверь. И получается две комнаты. Одна наша будет, а в другой 3 друга. Нам уступили место на 2. Оказывается, это вся палатка наша. Ты тут? Уже что-то нам чуть постелили. Огромная палатка будет наша. Получается, комната здесь, а здесь просто пол. Что там? А здесь сидеть? Надувается? Вау. Классный матрас. Сам надувается. Автоматически. Просто там кнопка есть. Работает. Почти готово. Классно так. Говорила про электричество. Есть розетки, поэтому можно подключиться. Вторая палатка готова. И наша вот. Наша здесь. И друзья вот здесь будут. Огромная. Здесь еще вот задняя комната есть. Долго сейчас это собирали. Но так интересно. Теперь мне хочется даже попробовать самой заниматься кемпингом. Собирать палатки. Классно. Не знаю, у вас есть такой опыт? Мне тоже интересно, как вы относитесь к походам. И хотели бы вот именно такой попробовать. Корейский вариант. С удобствами. Столик тоже вот. Где столик был? Только что стол был. Уже ребята, наверное, отнесли стол. Да, и стулья тоже собирают. Вот стол есть. Вот туалет тоже есть. Вот женский, мужской. О боже, здесь даже Wi-Fi есть. Сейчас к Wi-Fi еще тогда подключусь. Вообще идеально. И там парни уже все расставили. Мясо, напитки все уже поставили. И сейчас пойдем в речку, немножко зайдем. Потом уже вернемся и будем к ужину готовиться. Сначала кажется здесь холодно, не глубокая. Чем дальше, тем глубже. Вот так вот. Посмотрим сейчас. Думаю, что глубоко. Туалет точно не собиралась снимать, но здесь музыка какая-то. Каждый раз, когда зайти, что с музыкой, что за атмосфера. Вот, все выключилось. Ну, кстати, здесь еще и камеры видеонаблюдения тоже есть. Wi-Fi все отмечено и правила вот пользования, еще помощи. Все должно быть безопасно. Сочи? Как-то интересно какой-то. 그다음 사이다는 따로 넣으면 되잖아. 1대1로 넣는 거. 잠깐만. 내가 다 넣을게. 하나 아예 넣어도 괜찮아? Мяско уже жарится, выглядит идеально на углях. Вау. Я уже очень голодная. Здесь еще есть посуда всякая. Напитки тоже. Здесь штуки поставили такие от мух и комаров. Дымок идет, и они должны разлетаться. Какая-то специальная вещь. О, шикарно. 나 여기 지금 불하고 이거 연기랑 완전 반대라 멀지도 않고. 줘봐. 네? О, дым какой. Здесь мясо, и там тоже мясо. 근데 진짜 고기가 좋아서 맛있겠다. 찍었죠, 까짜. 찍었어요. 나중에 카톡방에 아, 올려줘. 올릴게요. 지금 그래서 까짜 이거. 진짜. 이쪽 종이 여기에 담을까? 그래야지 그쪽에 느낌 없어. 여기? 그러니까 여기. 다 동영상으로 찍는 거야? 네. 왜냐면은 아, 유튜브 별로 그거 말을 하기가 어려워지는데 그러면은. 괜찮아요. 어차피 그 음성 너무 잘 나와. 컬러풀한데 아주. 들어갔다가 벌써 왔어. 동영상 찍을 거냐? 이따가 아니 그 기회 자체를
소스 다시 찍어서 드시고 있어요. Так, открой, пожалуйста. Горячий рис. Здесь еще какой-то другой, да, сырной есть? Типа интересного. Ну, частично все тофу, да? Вот это тофу. И вот это тоже тофу. И там тоже тофу жареный с грибами. Здесь, наверное, как тофу, соус тоже, да? Здесь тоже. А это что? Знаешь, надо пробовать. Фрукты, наверное. Да, какой-то салат. И огурцы салат какой-то. Сейчас еще горячий блюдо здесь. 찌개 바로 드셔도 돼요. 뜨거우니까 주지 마세요. Вот сейчас ракушками, да? Моллюски есть. Нет, нет, он один из них. Тебе пора домой. Но это мой дом. Тихонько. И я тут как тут. А что насчет полиции? Ну, с точки зрения закона, Борроуз — это не город. Это не муниципальная земля. Все устроено так, чтобы компании не пришлось строить здесь школы, отделение полиции. Да, есть. Немного решила поделиться про сериалы и кино. Вам отрывок сейчас показала. Начала новый сериал смотреть на Netflix. Borrows называется. И он от создателей «Очень странных дел», от братьев Даффер. Я люблю что-то такое более жуткое, немного страшное, триллеры, ужасы. Мне нравится. И «Очень странные дела» мне тоже нравится. Поначалу он казался такой более как сказочный фэнтези, а потом уже как-то серьезнее так сюжет пошел. И мне уже такое нравится. И сейчас, пока я смотрю новый вот этот сериал «Borrows», у меня вот первая серия, пока первую только досмотрела, ощущение, опять же, как сказка такая. Вообще ничего страшного, что городок небольшой, что-то происходит. Еще необычно, что здесь город пожилых, как дом престарелых, но здесь город престарелых, то есть последние свои дни, последние годы доживать приезжают в этот город. И, в общем, одни пожилые только здесь. Думала, может быть, скучно что-то будет, но интересно. Еще сама вот картинка такая, вроде бы она напоминает, да, тоже как «Очень странные дела», вот как выглядит именно по цветокоррекции и по постановке вот кадров. Но еще мне почему-то «Белый лотос» тоже напомнила. Эта атмосфера. В «Белом лотосе» тоже там старшее такое поколение, и еще цветокоррекция тоже такая красивая. Здесь тоже что-то такое вот похожее, атмосфера интересная. Но буду дальше смотреть. Точно не могу прям свое мнение сказать, как мне этот сериал, потому что пока вот вообще первая серия только. Но буду дальше, возможно, еще в инсте поделюсь. Сделаю там тоже рилс, мнение поспрашиваю, поэтому тоже туда заглядывайте. Или здесь тоже в комментариях можете написать, если вдруг вы смотрите. И, наверное, кстати, я вот подумала недавно, наверное, по мне кажется, что я люблю что-то такое милое. Но мне вот часто в комментариях пишут, что я выгляжу так мило, по-доброму как-то. И, возможно, вам кажется, что я люблю там смотреть мелодрамы какие-нибудь, дорамы корейские, что-то такое комедийное, может быть, про любовь. Но, если честно, это мой самый нелюбимый жанр. Я вообще терпеть не могу там такое про любовь и романтику. Про романтику я практически вообще ничего не смотрю. Дорамы редко тоже смотрю, но мне дорамы нравятся только те, которые про преступления какие-то, про расследования. И страшные мне тоже нравятся, если там вдруг какая-то тематика культурная такая, даже там про шаманизм, что-то вот шаманское, корейское, страшное, мне нравится. Как только там начинается вот эта любовь, одна девушка, в нее два богатых парня там влюблены, еще что-то, я такое не смотрю, мне вообще не интересно. И все, что мне обычно рекомендуют, мне не интересно, если в такой тематике про любовь. Я такие дорамы не люблю. Что касается и других зарубежных, и русских сериалов тоже. У меня та же тема, могу даже сделать какую-то подборку, если вам тоже такое же интересно, можно здесь же на канале видео сделать, что, например, мне из русских сериалов нравится. Русские я вообще не против. Мне и комедии какие-то нравятся, и триллеры тоже нравятся.
Поэтому можно собрать. И зарубежные какие-то тоже. Мне нравится очень много всего про расследование. Я очень люблю такой жанр, когда, например, в первой серии показывают, что что-то произошло, что-то случилось, какое-то преступление. А потом всю серию, весь сезон, весь сериал идет расследование, что же там произошло такого, почему это так случилось. Ой, что было из последнего? Не идеальные женщины, наверное, мне и актриса нравится. И такая история тоже интересная была. Не идеально, но вот что-то даже похоже было на «Большая маленькая ложь». Такое мне тоже нравится. Либо там еще пострашнее что-то. «Извне» я тоже такое люблю. И хочу пересмотреть. Новый сезон пока не смотрела. Хочу с первого сезона все еще раз пересмотреть. Интересно, что там как было. Это вот мой, наверное, жанр, самое любимое. Что-то вот в стиле «Извне». Я это такое люблю. «Полуночное место» тоже было интересно. «Призрак дома на холме», там в 3 частях. Сериал, вообще разные истории, но актеры повторяются. «Американская история ужасов», жду новый сезон. Я уже «Красота» сериал тоже посмотрела новый. Эштон Кутчер. Вообще классно. Он сыграл, мне очень понравилось. Там еще Эван Питерс. Эван Питерс вообще обожаю. Что там он всегда творил в «Американской истории ужасов». Это все мне очень нравится. И вот когда он в «Красота» еще появился, думаю, наконец-то. Давно его не видела. После какого? Вроде после Даффер. После какого сериала? Дамер. После Дамера. Я уже запуталась нечаянно. Братья Даффер, и потом вдруг Дамер вспомнила. Но это вообще не то, это вообще разное. Про Эван Питерс, когда в Дамер играл, тогда это было очень жутко. Это было настолько серьезная его проработанная такая роль. Прям я его даже боялась. Но работа была у него очень крутая. Вообще очень нравится, как он играет. Насчет, если корейских актеров возвращаться к актерской игре именно и к дорамам, то мне очень мало кто вообще из актеров корейских нравится. Мне вообще не нравится, как играет молодежь. С первой серии, когда я открываю дораму, я смотрю, как они играют, такие роботы, которые стараются очень красиво, как модели, только в кадре выглядеть. Эмоции всегда одинаковые, тем более молодые актеры. Они во всех дорамах для меня одинаково играют. Вот, кстати, старшее поколение корейских актеров мне очень нравится. Среди мужичков и даже бабулек каких-то актеров очень много классных. Видимо, это все-таки опыт и столько лет работы, игры, что они показывают свои эмоции правдоподобно и не боятся выглядеть в кадре как-то, может быть, странно или глупо. А молодые актеры, мне не нравится, что они, видимо, как будто хотят выглядеть только красиво, как модели, а играть, выглядеть нелепо, выглядеть жутко. Или странно, смешно. Им этого, наверное, не хочется, а может и не разрешается, я не понимаю. Но для меня выглядит это странно, поэтому чаще всего я какие-то другие зарубежные сериалы смотрю. Даже европейские мне еще больше нравятся, разные французские, скандинавские. Очень интересно смотреть. А корейские как-то я вот не знаю. Сейчас хочу еще новый сериал, конечно, посмотреть. Корейский. «Пугало» перевели на русский. Но я его хотела посмотреть вместе... У нас сегодня, кстати, голосование здесь вот по району. Районная администрация. И постоянно вот эта агитация. Ездит машина там с номером кандидата на выборы. И они выкрикивают свои там кричалки очень громко. На чем я остановилась по поводу сериалов. Сериал «Пугало» хотела посмотреть. И мы обычно какие-то корейские сериалы вместе с мужем смотрим. Кстати, из ужастиков последних корейских, «Если бы желание убивали», по-моему, так называется, вот этот сериал смотрели. Но он прям страшный был, да. Тоже мне было интересно. Опять там же шаманская тематика. А еще вот это «Пугало».
Я хотела найти, но на Netflix не было, хотела найти где-то, если еще в интернете, чтобы было на корейском, чтобы мы вместе смогли с мужем посмотреть. Все с русской озвучкой. Не могу найти на корейском. Почему-то все решили озвучить либо с субтитрами русскими, либо вообще без озвучки, просто оригинал. Такого не могу найти. Интересно, где еще можно поискать? Может, есть какие-то платформы? Даже не знаю. Ну вот по поводу подписок сейчас, кроме Netflix, других подписок не делали. Может быть, еще что-то надо сделать, чтобы было удобнее смотреть. Пока ничего не нашла. Ну вот Borrows я смотрю на Netflix. Здесь вдруг и русская озвучка есть у этого сериала. Поэтому под вязание могу сильно в английский не вслушиваться. Просто на русском слушать. Все-таки, если на английском, я буду чуть-чуть, наверное, отвлекаться от вязания и прислушиваться, что там говорят, либо иногда субтитры читать. Сейчас не хочу быстрее довязать, поэтому просто на русском слушаю, что очень удобно. Ладно, продолжу вязать. Сейчас сколько время? Так, 7:37, и у меня связано все детали. Я связала все детали. Передняя стенка, задняя стенка. Вот одинаковые две детали. Это дно и боковые стенки. И здесь, где молния пришивается. Ремешки еще не связала. Получается, частично уже готово. Надо теперь все соединить и пришить молнию. Сейчас этим буду заниматься. Ну, еще время, как бы не ночь. Возможно, что-то по декору еще доделаю. Хочется что-то еще интересное сделать. Сейчас подумаем. Ну, для начала, думаю, надо молнию будет пришить. И сериал. Сколько я уже успела посмотреть. Вот сейчас здесь показывает, что у меня уже 6-й эпизод, 6-я серия. По-русски сериал. Вот так называется. Borrows. И всего 8 серий. 6-я, 7-я, 8-я. Мне 3 осталось. Можно даже, наверное, видео назвать, как смотрю сериал или... Пока смотришь сериал, можно связать одну сумку. Что-то вот такое. Подумаю еще над названием, тоже как видео назвать. Но осталось, в принципе, не так много. Сейчас молнию пришить надо будет. Пришью. Может, чуть-чуть странно будет здесь смотреться. Светлое. Но посмотрим. Возможно, чтобы подкрепить вот это вот светлое, что-нибудь, может быть, светлое добавлю. Может, декор сейчас еще и голубым сделаю. Мне нравится, как вот такой коричневый с голубым вместе смотрится. Сейчас, может, что-то придумаю. Покажу вам все. Еще момент, что-то забыла показать. Пока я тут вязала, еще успела рилс короткий сделать. Я вязала вот такое панно филейное. Лотос. Надеюсь, лотос хоть как-то читается. Может быть, у меня слишком растянутый вот так рисунок получился, но отпарила, вроде бы... Так нормально выглядит. Еще на каком-то чистом фоне на стене должно быть красиво. Поэтому за 3 дня, получается, такой панно связала. Хотела что-то азиатское, атмосферу вот сюда добавить на стену. Думаю, лотос, это Азия, возможно, будет как-то читаться. Это тоже я видео быстренько сняла, буду сегодня выкладывать. И все, теперь пошла дальше вязать и молнию пришивать. Уже 11:30 сейчас. Я молнию пришила, что-то долго я ею не занималась, еще поужинала. В общем, пришила наконец-то, готово. И что-то я подустала. Не знаю, за день смогу ли я связать и реально комфортно ли вязать за 1 день. Лучше, наверное, на 2 дня вообще на самом деле разделить, чтобы сильно вот так себя не мучить, а части связать, например, за 1 день, а все собрать уже потом на следующий день и ремешки доделать. Но я еще пока не сплю, поэтому, возможно, сейчас еще собрать успею. Ремешки, наверное, уже на завтра оставлю. И какой-нибудь декор тоже завтра это делаю, скорее всего. А так все части у меня за 1 день готовы. Сериал досмотрела, 8 серий закончились. То есть за 8 серий я все детали связала. Не супер быстро, но я и на самом деле не супер быстро вяжу. Я отвлекаюсь на какие-то другие дела, еще рилс поснимала, что-то я еще сняла. Даже вот это вот тоже постоянно я все моменты снимала, чтобы рилс потом собрать
еще что-то я выложила. Даже про сериал короткий рилс я уже успела выложить. И, в общем, уже скоро, наверное, и спать даже буду собираться. Завтра еще поснимаю. Но если вдруг сегодня что-то еще успею повязать, то тоже покажу. Но на всякий случай решила вот такое вот уже видео снять, типа заключительное, что, возможно, на сегодня это и все.